Буквально вчера, 29 апреля 2008 года, весь мир взорвала компьютерная GTA игра 4. И в течение первых же суток уже было продано 3 миллиона 600 тысяч копий, что поместило ее в книгу рекордов как самый прибыльный развлекательный релиз. Игра, которая позволяет игрокам принять на себя роль гангстеров и иметь деньги, погони на дорогих тачках, пушки и ограбления банков. Выход этой игры сформировал возле игровых магазинов огромные очереди из геймеров, ожидавших ее годами. Копии просто слетают с полок. На Metacritic рейтинг игры и вовсе достиг отметки в 98 баллов. Поклонники считают игру гениальной, а серьезные дядьки опасной для детских голов и предлагают ужесточить систему оценки видеоигр. Понеслась. Сюжет самой игры разворачивается вокруг персонажа по имени Нико Беллик, который нелегально примчался в Либерти-Сити в погоне за новой жизнью и американской мечтой. А примчался он туда вслед за своим двоюродным братом Романом, который сулил огроменный особняк, тачки, женщин и вообще все. Но дела обстоят несколько иначе. Но так как в игре 88 основных миссий, к которым прибавляются также побочные задания, поручения от случайных незнакомцев, задания от убийцы и 2 DLC. Я не хочу пересказывать весь сюжет, так как чего-то необычного там, помимо бесконечного дрочилова, мало. Зато вот вне заданий есть полно клевых и интересных вещей, которыми можно заняться. Пизда. Во-первых, нашим новым пристанищем станет квартира нашего братца Романа. Да уж, маловато она, конечно. Ну ты дебил. Да и единственным развлечением здесь является телевизор с 3 каналами. Есть тут всякие шоу, где рассказывают про жизни богатеев, новости и мультики. Да, то и дело, крутят какую-то херню. Лучше бы рассказали что-то полезное. Опа, а вот это уже интересно. Что это такое? Так это же курс 3D-художника от Home Digital School, который поможет освоить с нуля или повысить свои навыки в таких программах как Blender, Unity, Unreal Engine и ZBrush и пройти свой путь в полноценную 3D-индустрию. Курс будет полезен как новичкам, которым бывает трудно выйти за рамки туториалов и начать создавать собственные обалдевшие проекты с нуля, так и опытным художникам, желающим значительно улучшить свои умения и сразу же получать реальную, а что самое важное, полезную практику. А уж тем более с обратной связью от действующих профессиональных 3D-художников, имеющих большой опыт в индустрии, это будет проще простого. Также курс поможет созданием собственного портфолио с 6 законченными работами, которые не стыдно будет показать студиям и заказчикам. А по окончании всего обучения, которое на минуточку длится 12 месяцев и состоит из более чем 250 лекций, вы получите сертификат о его успешном прохождении и, вот так новость, будете обладать навыками, которые будут полезны и применимы в профессиональных сферах, включая геймдев, рекламу и студийную анимацию. Ну а по моей ссылке в описании вы получите скидку в 50% и графический планшет в подарок. Ну а сама квартира находится в районе Хоув-Бич, где частенько можно услышать русскую речь. Ты не представляешь себе, сколько здесь дерьма в магазинах. Вот тут есть магазин, где продается мобильный телефон. Можно отправить посылку, сходить к глазняку, например. Магазин одежды вот. Пока что единственный доступный, так что можно приодеть нашего главного героя. И еще поблизости находится таксопарк нашего кузена, где он и работает под надзором этого злобного бандита Влада, которому он нехило так задолжал денег, и надо бы их отдавать. Потому что Владос имеет связи и состоит в братве, который заправляет Михаил Фаустин, один из ключевых персонажей. И в игре с такой темной гангстерской атмосферой, как неудивительно, довольно много темных и гангстеров. Корейцы, албанцы, байкеры, итальянская и русская мафия, ярди и другие небольшие банды, у которых в городе есть свои зоны влияния. И с ними мы рано или поздно столкнемся по сюжету, а на многих и вовсе будем работать. Однако среди многочисленных временных знакомств есть пару персонажей, с кем можно реально закарифаниться, что позволит пользоваться их услугами. К примеру, мы сможем покупать оружие намного дешевле, нежели оно стоит в Амунации при дружбе с малышом Джейкобом. Хотя смысла в этом особо
особого нет, потому что все оно либо открывается после миссий, на которых его и так можно выбить из врагов и насобирать мешки боеприпасов, либо персонажи сами будут нам его выдавать за бесплатно для выполнения миссий. Да и пушек, из которых можно четенько пошмалять, довольно скудное количество, мазафака йоу. Тем более, что одновременно иметь в инвентаре можно лишь один вид каждого оружия. Либо ты носишь при себе глок, либо дигл, либо выбираешь между калашом и эмкой, так что придется выбирать. То же самое касается, кстати, и гранат. Так о чем это я? И, имея хорошие отношения с нашим кузеном Романом, мы сможем бесплатно вызывать его такси через телефон. Однако отношения наши будут меняться в зависимости от наших поступков и совместного времяпрепровождения. Если мы будем отклонять их предложение на погулять без особой на то причины, процент дружбы понижается. Если же соглашаемся или зовем сами, наоборот. Но и звонить им можно лишь в определенное время суток, иначе они возьмут трубку, пошлют нас нахер и процент дружбы понизится. Да и предпочтения о заведениях, куда можно сходить, у каждого разные. И тут для нас открывается целая куча развлечений. На свое первое свидание мы с Мишель, моей новой девушкой, завалились в боулинг. Но проиграть здесь довольно трудно, так как наш искусственный соперник будет изо всех сил делать вид, что он ёбаная сволочь и не может выбить все страйки подряд. Да и в принципе не так уж у него интересно играть в компьютерной игре. Или, например, дартс, такой же незамысловатый. Но самый мой любимый это, конечно, бильярд, ради которого я пару раз специально звонил своим приятелям. А если меня кто-то туда звал, то миссия могла немного подождать. И в него даже интересно поиграть. Но есть здесь также и менее активные занятия, вроде... Что это, блядь? Куда полетела? Спектакль? Или стендап-клуб? О, это немного тщательнее, чем обычно. Это большой тур, нам нужен образец мочи. Я никогда такого не делал, так что Знаете, я сходил в туалет, наполнил эту маленькую бутылочку, которую он мне дал. Все в порядке, вернул ему. Он говорит: о, вы можете раздеться до трусов боксеров. Я подумал, это очень тщательно, и разделся до боксеров. Ох, вот. В единственный день, когда я надел белые боксеры. Большое мокрое пятно от мочи. Ну почему он меня не предупредил? Почему он не сказал: осторожнее, я через минуту буду проверять на пятна? Да закрой ебало. Так что, если стало скучно мочить говнюков, можно набрать своим друганам и предложить им встретиться и посетить приятные заведения. А для любителей оттопыриться и погонять прямо по оживленным дорогам, воровать тачки за деньги или полетать на гребаном вертолете, тут есть целый отдельный персонаж — Брюси. Он-то, в отличие от остальных, и может нам все это без проблем организовать. Стоит лишь набрать ему и выбрать нужный вариант на моей пиздатой VIP-мобиле с клевым рингтоном. Который можно легко закачать, стоит только приобрести его в интернете на специальном сайте. Чего я нехило так прихерел. И в местной сети действительно найдется чем заняться. Можно, например, почитать новости о событиях, которые происходили в миссиях и их последствиях. Один из заголовков, например, отсылает к той, где мне надо было гнаться по рельсам на мотоцикле за байкерами из банды пропащих и прикончить их. И вот через какое-то время Liberty 3 выкладывает эту новость на свой сайт. Также в статьях частенько будут упоминаться персонажи, с которыми мы имели дело на протяжении сюжета. Ну или же просто угарные новости. Говно. Иногда даже интернет потребуется нам для выполнения миссии. Придется ехать в эти интернет-кафе, так как на мобильнике у нас такой роскоши нет. В одной из таких Брюси и Роман заделали нам гомосексуальную анкету, чтобы на сайте знакомств мы предложили должнику пойти на свидание, а при встрече прикончили его. Хотя можно тут и впрямь найти себе нормальную пару. Но мне не удалось, так как на мои предложения о свиданке все девушки с сайта знакомств отказывались. И это меня огорчило. Поэтому я сел в машину и грустный, с пасмурным ебалом, поехал, куда глаза глядят, чтобы хоть как-то отвлечься. А ты кто еще такой? Дядька, отойди в сторонку. Уйди, не до тебя сейчас. Что тебе надо? Text them to me. I'll pay, buddy.
I've got a black car. Ладно. И иногда такие вот чудаки сами будут встречаться нам в определенных местах на карте, которые, что интересно, можно также найти в интернете на вот таком вот сайте. Вот дядька караулит свою жену и очень негодует, что ее обхаживает какой-то посторонний мужик. Она спросит проследовать за ней и зафотать их в ресторане в качестве доказательства, с чем я ему нехотя помог. Встретив его в очередной раз, оказывается, что Джефф серьезно обожрался и просит нас утопить машину с какой-то мертвой Стоп. Так это же его жена. Мужик, ну ты и чудак. Вот так, блин. Убил ее. Все. Фух. Надеюсь, этот дурак больше ничего не попросит. Но встретив его в очередной раз, он все никак не угомонится и просит нас устранить его новую жену. А на наш отказ быстренько создает на дороге аварийную ситуацию. Вот такой вот юморок. Ну и как же не упомянуть эту прорывную бляха-муха инновационную физику, которая иногда создает осмешительные ситуации, с которых я не раз так погоготал. Машины и транспорт здесь действительно имеют вес, и, сука, какие же они иногда неповоротливые. А если так выйдет, что ваше транспортное средство перевернется, на колеса оно уже не встанет и останется лежать брюхом кверху. Оттормаживаться тоже лучше бы заранее, чтобы не попасть в курьезные и тупейшие ситуации, когда на всех парах мчишься на другой конец карты ради гребаной миссии и по пути неудачно вылетаешь в черт пойми откуда взявшуюся машину легавых. Так что к вождению нужно неплохо так приноровиться, иначе это может легко стать причиной полицейской погони, что чаще всего заканчивается гибелью. В общем, я посмотрел, игруха реально клевая, скорее бегите в магазины, пока не раскупили.